К Дню Святого Валентина я подготовила для вас новый проект – маленькую салфетку в форме сердечка. Яркая, красная, с белой окантовкой салфеточка может стать подарком близкому человеку, а также украсить любой интерьер. Сердечко красиво смотрится также из современной декорации. Понравилась моя идея? Вяжите вместе со мной. А если вы еще не подписались, то можете сделать это прямо сейчас, и тогда вы не пропустите мои новые мастер-классы. Теперь мне необходимо соединить эту часть, то есть сделать вот эту серединку. Для этого я отмечаю пятую от начала арочку. Раз, два, три, четыре, пять. Вот здесь у нас будет соединяться. Ну, соединю я, возможно, это потом. Я просто оставлю более длинную нитку здесь в начале и потом соединю. А сейчас я начну просто вязать, начиная с последней арочки. Вот у нас была последняя арка. Я начинаю, ввожу в нее первую петельку воздушную. И делаю здесь 7 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. Это будет 7 воздушных петель для подъема у нас. Теперь я делаю одну петлю для перехода воздушную. И начинаю делать следующий столбик в следующую арку от выделенной. То есть вот здесь у меня последняя соединительная арочка, а в следующую от нее я делаю столбик с 5 накидами. Раз, два, три, четыре, 5. И начинаю делать сюда в 6-ю арку от начала вот этот столбик. Раз, два, три, 4, 5 и завершаю. Вот таким образом у нас получается. Затем делаю воздушную петлю для перехода. Пропускаю одну арку и через одну арку делаю опять столбик с 5 накидами. Я уже запуталась тут. Раз, два, три, четыре, 5. Ввожу сюда через одну арку и опять вяжу. Раз, два, три, 4, 5 и закрываем. У нас получается вот такая серединка. То есть я так и иду по краю, через одну арку я делаю вот такой столбик с 5 накидами и одну воздушную петлю. И теперь я делаю последний столбик. Я делаю воздушную петельку. Раз, два, три, четыре, 5. И у меня остался последняя промежуточная арочка. Я делаю туда столбик с 5 накидами. Раз, два,
3, 4, 5. Закрываю, делаю воздушную петельку и соединяю с нашей первой воздушной петлей. Все запуталось. Вот я соединяю. Сюда соединительной петелькой. Вот что у нас получилось. Теперь мне необходимо соединить, я оставила тогда более длинный хвостик, мне необходимо соединить вот эти вот две части. Я беру вот эту арочку, которую я у себя отметила, иду под нее крючочек, завожу в нее в крючочек и делаю соединительный столбик. Вот таким образом. Я сложила конец вот этой части, как бы, и иду сразу, перепрыгиваю на следующую арку. Иду под следующую арку и соединяю с ней тоже как бы соединительной петелькой. И потом еще раз в эту же арку соединяю дальше. Ну, то есть попробуйте приноровиться как-то. В общем, делаю я это все по изнанке. Так, чтобы у нас не было этого соединения, видно вот я соединила эти части. Видите, я их соединила между собой. У меня получился вот такой кружочек. Я его замкнула. И теперь я буду вязать еще один ряд, который замкнет этот круг. То есть я делаю одну воздушную петлю для подъема и прямо туда же в первую воздушную петельку промежуточную делаю столбик без накида. Потом иду под следующую воздушную петельку и делаю туда тоже столбик без накида. И так я прохожусь по всему кругу. То есть я как бы закрепляю наш этот кружок столбиками без накида. То есть у нас получается вот таким образом это выглядит. Я прохожусь до конца по всем воздушным петелькам. Я провязала по всему кругу и сейчас вяжу последний столбик, последнюю петельку и соединяю кетлевочной петлей с петелькой для подъема. Все. Здесь я закончила. Вот таким образом у меня получилась середина одной половины сердечка. Теперь я начну обвязку наружного края. И буду я обвязывать белой ниткой. То есть я начинаю вот из этой серединки обвязку. Ввожу туда крючок, первую петельку делаю. И делаю 5
воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь я пропускаю здесь один ряд, и в следующий ряд я делаю две петлевочные петельки. То есть я прохожу по этому ряду, делаю 2 петлевочные петельки. Затем опять 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю один ряд, следующий ряд, под следующий ряд также делаю 2 петлевочные петельки. То есть таким образом я вяжу, таким образом я провязываю весь край, весь наружный край. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю этот ряд, под следующий ряд делаю 2 петлевочные петельки. Теперь я вяжу следующий ряд. Я уже провязала первую арку. То есть я делаю это таким образом. Я иду под арку и делаю туда 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Затем я делаю пико. 1, 2, 3 воздушных петли. Иду обратно под последний столбик и делаю туда соединительную петельку. И затем делаю дальше под арку, под эту же самую, 3 столбика без накида. То есть в итоге у нас получаются вот такие вот арочки. Делаю еще раз. Да, у нас промежуточная здесь петелька была, мы в нее тоже делаем столбик без накида. И затем иду под следующую арку. 1, 2, 3 столбика без накида, 3 воздушные петли, соединительный столбик, последний столбик и затем 3 столбика без накида. Все таким образом я прохожусь по всему краю обратно.